Трамп создает альтернативу ООН, чтобы управлять сектором газа. Торжественная церемония и торжественные обещания. Не через 4, а через 3 года там будет город-сад на миллионы жителей. Путин готов дать миллиард на Совет мира Трампа, если Трамп разморозит активы. Зеленский в Давосе. Встреча с Трампом, копья и стрелы в адрес Орбана и других друзей Путина. И послание от Трампа в Кремль. Войну пора заканчивать. Без вариантов. В Москве ждут Уиткофа и Кушнера, но пока говорят, не знают, чего от них ждать. Секретные материалы по Гренландии. О чем на самом деле договорился Трамп и почему он так счастлив? А теперь об этом подробно и по делу. Это «Один день». Не забудьте подписаться и поставить лайк этому видео. Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе официально объявил о создании Совета мира и призвал больше стран присоединиться к его инициативе. Трамп подписал учредительный документ Совета мира, который, по мнению критиков, подрывает авторитет Организации Объединенных Наций. В подписании устава участвовали лидеры 19 стран, включая Соединенные Штаты, в том числе главы Азербайджана, Армении, Казахстана, Узбекистана, Пакистана, Индонезии, Венгрии. Лидеры ряда стран, выразившие согласие войти в Совет Трампа, на подписании не присутствовали. Например, Александр Лукашенко. И я совершенно ясно дал понять, что Хамас должен вернуть и последнего оставшегося погибшего заложника. Итак, обязательства будут полностью выполнены. А затем мы перейдем к другим вопросам, и мы полны решимости обеспечить демилитаризацию Газы, надлежащее управление и прекрасное восстановление. Это будет отличный план. И именно с этого начался Совет мира. И я думаю, что по мере достижения успеха в Газе мы сможем расширить сферу своей деятельности на другие направления. Мы добьемся больших успехов в Газе. За этим будет интересно наблюдать, и мы сможем заняться другими делами. Мы сможем сделать множество других вещей. Как только этот совет будет полностью сформирован, мы сможем делать практически все, что захотим, и будем делать это совместно с Организацией Объединенных Наций, понимаете? Я всегда говорил, что у Организации Объединенных Наций огромный потенциал, который она не использует. Что касается 8 войн, которые я закончил, я ни разу не говорил об этом с Организацией Объединенных Наций. А ведь, казалось бы, следовало бы. Казалось бы, они могли бы кончить эти 8 войн, но не смогли. И, наверное, в некоторых из них они пытались, но недостаточно усердно. Я помню, как президент попросил Джареда, меня и, конечно, нашего замечательного государственного секретаря заняться тем, что весь мир считал невозможным и недостижимым. Но президент в этом мирном соглашении по Газе, как и во всех других сделках, за которые мы работаем от его имени, сказал, мы должны попытаться. И, разумеется, это нас вдохновило. Мы достигли мирного соглашения в Газе. Мы вернули домой заложников, все тела, кроме одного, и мы вернем и это тело. А может быть, самое главное, мы создали чувство надежды на то, что будущее может принести в Газе и в других местах, где будет действовать Совет мира. Это произошло всего чуть более 100 дней назад. Мы завершили окончательную сделку и все праздновали и радовались возвращению заложников домой и окончанию этой долгой войны, что все считали невозможным. А Стив и я паниковали. Что делать дальше? Как внедрить мир? Вы же знаете, что мир — это не бизнес-сделка, потому что ты меняешь образ мышления. В Израиле было 2 года очень интенсивной войны, а для людей в Газе это было больше, чем 2 года. Там было 20 лет безнадежного существования под управлением террористической организации. Для людей на Ближнем Востоке это было тяжелое испытание, и по всему миру это ощущалось. Нам нужно было понять, что делать дальше, как изменить привычки, как изменить поведение. Мы хотим использовать принципы свободного рынка. Многие вещи, о которых говорил президент Трамп в Америке, мы хотим перенести сюда, в Газу, дать людям возможность развиваться и жить достойно. Говорят о голоде. 100% потребностей в пище удовлетворено, и этого с избытком. Цены на товары сильно упали. Более 55 тысяч грузовиков доставили свыше 1 400 000 палет. Это крупнейшая гуманитарная операция в зоне военных действий, и мы разработали подход к восстановлению Газы. Как говорит президент Трамп, у Газы огромный потенциал. Мы разбили территорию на зоны. Сначала думали сделать свободную зону и зону Хамас, но решили планировать катастрофический успех. Хамас подписал соглашение о демилитаризации, и это мы будем исполнять. Люди спрашивают про наш план «Б». У нас нет плана «Б». На Ближнем Востоке строят города на от 2 до 3 миллионов человек за 3 года. Так что все это вполне реально, если мы это реализуем. Начнем с Рафаха. Это будет демонстрация жилья для рабочей силы. Мы считаем, что это можно сделать за 2-3 года. Мы уже начали разбирать завалы и проводить снос. А затем, новый газ — это может быть символ надежды, место притяжения, с развитой индустрией.
Тем временем Владимир Путин встретился в Кремле с главой палестинской администрации Махмудом Аббасом, которого в Швейцарию на подписание учредительного документа Совета мира не пригласили. Путин тем временем во второй раз за 2 дня попытался поторговаться о своем участии в этой организации. Он, мол, согласен, но активы заблокированы из-за его войны против Украины, и миллиард он готов заплатить, только разморозьте. Обсудим сегодня ситуацию, которая на данный момент времени сложилась и в секторе Газа, и в Палестине в целом, на израильско-палестинском треке. Поговорим и о инициативах президента Соединенных Штатов по поводу создания новой структуры, которая направлена потому что мы видим прежде всего на урегулирование ситуации в Палестине. В секторе Газа мы готовы направить $1 миллиард в эту новую структуру Совет мира, прежде всего и главным образом для того, чтобы поддержать палестинский народ, направить эти средства на восстановление сектора Газа, вообще на решение проблем Палестины. Но я уже говорил, из тех средств, которые заморожены в Соединенных Штатах еще при прежней администрации, думаю, что это вполне возможно. Мы такие варианты обсуждали и раньше с представителями американской администрации. И сегодня планируется встреча и беседа на эту тему в Москве. Для нас Россия — это большой друг, на которого мы во многом полагаемся во всех сферах. Хочу отметить, что исторически Россия политически и дипломатически всегда была на стороне палестинского народа. Что касается экономической поддержки и финансовой помощи, то ее было очень много. Президент Владимир Зеленский прибыл в швейцарский Давос на Всемирный экономический форум. Буквально сразу из аэропорта он отправился на встречу с президентом США Дональдом Трампом, которая сначала была отложена, но накануне в своем выступлении Трамп вновь ее назначил. Сегодня я встречаюсь с Украиной, как вы знаете, с президентом, и мы обсудим это. Мы встречаемся с президентом Путиным сегодня или завтра. И некоторые люди едут туда. Думаю, мы близки к решению. Гибнут многие люди. Нам нужно это завершить. Если мы этого не сделаем, это будет позором. Переговоры продолжались около часа. По словам советника украинского президента по коммуникациям Дмитрия Литвина, встреча была хорошей. У Дональда Трампа такое же мнение. Мы встречаемся с Россией. Это произойдет завтра. Они будут встречаться с президентом Путиным. У меня была очень хорошая встреча с президентом Зеленским. Все хотят, чтобы эта война закончилась. Господин президент, каким будет ваше послание президенту Путину? Что вы хотите, чтобы он знал? Война должна закончиться. После встречи с Трампом Зеленский выступил перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе. Вот главные тезисы из речи украинского президента. Как прошла встреча с президентом Трампом? Честно отвечать? Конечно, честно. Ну, естественно, в интересах вашей страны. Да, встреча отвечала интересам моей страны. Конечно, встреча была плодотворной благодаря президенту Трампу. Благодарим его за то, что он выделил время в своей насыщенной повестке. Все помнят великий американский фильм «День сурка» с Биллом Мюрреем и Энди Макдауэлл. И, конечно, никто не хотел бы жить, как в этом фильме, повторяя одно и то же на протяжении недель, месяцев и долгих лет. И все же именно так мы живем прямо сейчас. И каждый Давосский форум лишь подтверждает это. Буквально в прошлом году здесь, в Давосе, я закончил свою речь словами. Я сказал, Европа должна знать, как защититься. И вот прошел год, и ничего не изменилось. И я вновь вынужден повторять те же самые слова. С чем это связано? И связано это не только с угрозами, которые существуют, которые могут вновь появиться. Каждый год приносит для Европы и для мира что-то новое. Сейчас внимание обращено на Гренландию. И это вполне понятно. Очень многие лидеры просто не знают, что делать по этому поводу. Есть ощущение, что все просто ждут, когда внимание
Америки ослабнет по этому вопросу. Все надеются, что эта ситуация исчезнет сама по себе. А что, если эта проблема не исчезнет? Было много разговоров о протестах в Иране, но эти протесты утонули в крови. Мир недостаточно помог иранскому народу. Мир остался в стороне. В момент протестов в Европе было Рождество, Новый год, сезон праздников. Когда политики вернулись к работе и стали формировать свою точку зрения по этому вопросу, аятолла уже убил тысячи людей. Что будет в Иране после этого кровопролития? Если режим выживет, он пошлет четкий сигнал тем, кто запугивает народы мира. Убей достаточно людей, и ты останешься у власти. Главная линия конфликта между Россией и Украиной и всей Европой – это следующая линия. Россия борется за обесценивание людей. Россия хотела бы, чтобы диктаторы могли уничтожать, кого они хотят. Но диктаторы должны терять власть, а не приобретать ее. Спецпосланник США Стив Уиткоф заявил, что в переговорах по Украине достигнут значительный прогресс, а весь процесс фактически уперся в один ключевой вопрос. Подробностей он раскрывать не стал. «Пришло время это закончить», — сказал Уиткоф, неожиданно выступив на утренней дискуссии о будущем Украины в Давосе. Я считаю, что мы добились значительного прогресса. В начале этого процесса было некоторое недопонимание. Я довольно часто ездил в Москву, и, как мне кажется, это было важно, туда ездить. Обращаясь к украинцам, которые здесь присутствуют, у вас выдающаяся переговорная команда. Мы провели вместе очень много времени. Не знаю точно сколько, но, возможно, около 100 часов с момента Женевы. Это действительно настолько глубокий и всесторонний процесс, и, как мне кажется, мы свели все к одному оставшемуся вопросу. Мы уже обсуждали разные варианты его решения, а значит, он разрешим. Сегодня вечером мы вылетаем в Москву. Мы там не задерживаемся и сразу направляемся в Абу-Даби. Это важная деталь, потому что именно в Абу-Даби соберутся рабочие группы. США почти год ведут параллельные переговоры с Москвой, Киевом и европейскими лидерами, обсуждая разные варианты прекращения войны. Пока договоренности нет, несмотря на обещание Дональда Трампа добиться сделки. Накануне в Давосе Трамп заявил, что лидеры России и Украины были бы глупцами, если не смогли договориться. Весь прошлый вечер за ужином мы говорили о восходящей траектории украинской экономики и финансовой системы, о рынках капитала, рабочих местах. Президент говорил о создании беспошлинной зоны для Украины, и я считаю, что это может стать переломным моментом. Вы увидите, как промышленность начнет заходить в этот регион. Я хочу, чтобы вы понимали, для меня и для Джареда это самая важная задача из всех, над которыми мы работаем. Нам поручено сделать все возможное, чтобы найти решение. И с несгибаемым духом президента Трампа и несгибаемым духом президента Зеленского, потому что я почти уверен, что он чувствует то же самое, пришло время это закончить. Я думаю, у нас получится. Спасибо. Вместе с Уиткофом в дискуссии об Украине участвовали генсек НАТО Марк Рютте и президент Финляндии Александр Стуб. Все это дает вам ощущение, что Соединенные Штаты при нынешней администрации действительно привержены поддержке Украины, а также ее независимости и суверенитету? Да. Поэтому нам нужно удерживать фокус на Украине, не упускать этот мяч. Да, мирные переговоры — это хорошо, это правильно. Мы сделаем все, чтобы довести их до успешного завершения. Но это не произойдет завтра. А перехватчики и военная поддержка Украине нужны уже завтра. Значит, мы должны сохранять концентрацию. Я обращаюсь к моим европейским и канадским друзьям. Мы должны это обеспечить. Соединенные Штаты готовы поставить Украине столько военной помощи, сколько потребуется прежде всего эти перехватчики, при условии, что их оплатят европейцы и канадцы. В Кремле заявили, что ценят дипломатические усилия спецпосланника США Стива Уиткофа по урегулированию войны в Украине, однако комментировать его оптимизм по поводу близости сделки отказались. Мы не хотели бы давать какие-то комментарии насчет стадии, на которой находятся переговоры. Тем более, собственно, в преддверии приезда Уиткофа в Москву и его встречи с Путиным. Можно однозначно сказать, что президент России высоко оценивает миротворческие усилия лично президента Трампа и его команды.
включая спецпосланника Уиткофа. Мы действительно оцениваем эти усилия, мы приветствуем эти усилия и их результативность. Появляются первые подробности того, о чем все-таки удалось договориться с Дональдом Трампом относительно Гренландии. Рамочное соглашение, о котором Трамп объявил как о «сделке навсегда», потребует от союзников по НАТО активизировать усилия по обеспечению безопасности в Арктике, и первые результаты будут видны уже в нынешнем году, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте агентству Reuters. Командующим НАТО предстоит проработать детали дополнительных требований безопасности. Дональду Трампу всегда можно верить на слово. Именно поэтому я считаю, что мы очень рады его присутствию. И я высоко ценю его лидерские качества. Он лидер свободного мира, и он делает то, что я хотел бы видеть в лидере свободного мира. И я знал, что он это сделает, потому что знал его еще со времен 45-го президента США, когда я был премьер-министром. И я уже тогда был впечатлен тем, что он делал. И он делает это снова, спасая НАТО на саммите в Гааге. И теперь, по сути, мы коллективно, как НАТО, обеспечиваем безопасность Арктики. Да, конечно, сейчас мы начнем совместную работу в рамках НАТО с нашими старшими командующими, чтобы определить, что необходимо. Я знаю, что все арктические страны готовы к этому. Мы хотим, чтобы НАТО взяло на себя ведущую роль и объединило НАТО и всех союзников. И я думаю, что все наши союзники также хотят участвовать. Я не сомневаюсь, что мы сможем сделать это довольно быстро. И да, конечно, я надеюсь, что это произойдет в 2026 году. Я надеюсь даже на начало 2026 года. Но я не называю конкретной даты, потому что сейчас я действительно хочу, чтобы наши старшие генералы, наши старшие офицеры действительно поработали над этим. И я не хочу им мешать. Я знаю, что все союзники хотят этого. Поэтому мы будем оперативно работать над этим каждый день под нашим руководством, под руководством наших старших командующих в НАТО и 7 арктических стран. Таким образом, абсолютно нет никаких разногласий. Все согласны, будь то Финляндия, Норвегия, Швеция, Дания, Исландия, Канада или Соединенные Штаты, что все эти 7 стран, граничащих с Арктикой, должны работать вместе. И я знаю, что другие, как я уже упоминал, Нидерланды, но я уверен, что и другие союзники захотят внести свой вклад и помочь. И, конечно же, продолжаются дискуссии и переговоры между Данией, США и Гренландией, в частности, в Гренландии. Они были начаты на прошлой неделе под руководством вице-президента и государственного секретаря датской делегации, министра иностранных дел Дании и министра иностранных дел Гренландии. И я думаю, что теперь они продолжатся. А вот как комментирует изменение ситуации вокруг Гренландии канцлер Германии Фридрих Мерц? Цель этих переговоров – договориться о более тесном сотрудничестве между союзниками в Арктике и за ее пределами. Хорошая новость в том, что мы движемся в правильном направлении. Я приветствую заявления президента Трампа, сделанные прошлой ночью. Это правильный путь. Потому что любая угроза захвата европейской территории силой была бы недопустимой. И, дамы и господа, введение новых тарифов также подорвало бы основы трансатлантических отношений. Если они будут введены, ответ Европы будет единым, спокойным, взвешенным и жестким. Давайте, несмотря на все разочарование и гнев последних месяцев, не будем слишком поспешно списывать трансатлантическое партнерство со счетов. И это не апелляция к абстрактной надежде. Нет. Мы, европейцы, мы, немцы, знаем, насколько ценным является доверие, на котором основано НАТО. В эпоху великих держав Соединенные Штаты также зависят от этого доверия. Это их и наше решающее конкурентное преимущество. Международный порядок последних 3 десятилетий, основанный на международном праве, всегда был несовершенным. Сегодня сами его основы пошатнулись. Новый мир великих держав строится на силе, на мощи и, в конечном итоге, на применении силы. Это неуютное место. Мы не обязаны принимать эту новую реальность как судьбу. Мы не заложники этого нового мирового порядка. У нас есть выбор. Мы можем формировать будущее. Китай, обладая стратегическим видением, сумел войти в круг великих держав. Глобальная лидирующая позиция Соединенных Штатов ставится под сомнение, и Вашингтон отвечает на это радикальной перестройкой своей внешней и оборонной политики. Перед возвращением в США Дональд Трамп дал интервью телеканалу Fox News, в котором объяснил, о чем смогли договориться по вопросу Гренландии. Из его ответа следует, что Америка вполне удовлетворится правом вечного и полного военного доступа, предусмотренным договором между Америкой и Данией при покупке Виргинских островов. Тогда же США навсегда отказались от требований покупки или уступки Гренландии.
Так о чем мы вообще говорим? О покупке Гренландии? Вы собираетесь за нее платить? Мы говорим о том, что сейчас реально находится в стадии переговоров. Детали еще обсуждаются. Но по сути, речь идет о полном доступе. Это соглашение без окончания, без срока действия. Мы не делаем договоры на 99 лет, на 10 лет или что-то подобное. Знаете, эти знаменитые 99-летние сделки, о которых все слышали. Потому что государства так не работают. Государства существуют дольше. И поэтому, думаю, это будет что-то очень хорошее. Уже сейчас это воспринимается крайне позитивно. Я заметил, что фондовый рынок довольно существенно вырос после нашего заявления. Но детали сейчас еще находятся в стадии переговоров. Это будет очень хорошо. Итак, при ВВП Гренландии примерно в 3,3 миллиарда долларов. Люди оценивают ее стоимость от 50 миллиардов до почти триллиона. Так сколько вы готовы заплатить за Гренландию? Ну, платить нам вообще не придется. Мы получим полный доступ к Гренландии. Мы получим весь военный доступ, который нам нужен. Мы сможем разместить в Гренландии все, что сочтем необходимым, потому что нам это нужно. Речь идет о национальной безопасности и международной безопасности. Так что платить нам не придется, за исключением того, что мы строим золотой купол. А золотой купол будет чем-то по-настоящему впечатляющим. Это будет как израильская система, только, вероятно, в 100 раз мощнее. И он нам нужен. Я считаю, что он нам необходим. И все это будет произведено в Соединенных Штатах. Итак, чего все-таки добился Дональд Трамп относительно Гренландии? И в чем заключается сделка, о которой он рассказал накануне вечером, но никто не углубляется в детали? Трамп пошел на попятную из-за угроз Европы применить экономическое давление? Или перегруппируется перед новой атакой? Вот мнение доктора Нолана Хигдена из университета в Сан-Хосе в Калифорнии. Сегодня он, судя по всему, дал понять, что не собирается применять силу в отношении Гренландии, но при этом как бы оставил дверь приоткрытой, отметив, что он действительно хочет Гренландию. Думаю, это важно иметь в виду. Кроме того, президент Трамп в целом любит играть на публику, и, как мне кажется, аудитория в Давосе хочет стабильности. Они хотят, чтобы этот вопрос и эта угроза были сняты. Не только потому, что их волнует сама Гренландия или международный порядок как таковой, но и из-за того, какое влияние все это оказало на рынке. Так что нельзя исключать, что он просто играл на публику. Опять же, это Дональд Трамп, и последовательность не самая сильная его сторона. Думаю, одна из вещей, на которые Трамп действительно реагирует, это экономика. Все эти разговоры о тарифах и захвате Гренландии хорошо зашли его базовым избирателям, зашли в определенных частях страны. Трамп набирал обороты. Но как только это начало бить по экономике, именно тогда вы увидели, как он отступил и стал искать стратегию выхода. Лично я считаю, что все эти разговоры о некоем будущем плане по Гренландии именно об этом. Попытка успокоить рынки, но при этом сохранить лицо и не выглядеть так, будто он капитулирует, хотя именно это, по сути, и произошло. Знаете, здесь действительно очень трудно что-то однозначно понять. У Трампа нет четко сформулированной идеологии или целостного взгляда на мир. Поэтому сложно сказать, действует ли он хаотично ради самого хаоса, или просто реагирует ситуативно. Гренландия периодически присутствует в его мыслях еще с 2019 года. Он говорит об этом уже довольно давно. Так что это, по крайней мере, давняя идея. Но при этом совершенно не ясно, что именно он получил в результате всей этой гренландской риторики. Он дал расплывчатый ответ о некой будущей сделке, которую якобы получит, и именно поэтому убирает силовой вариант со стола. Но что это за сделка, так и не объяснено. Мы уже видели такое раньше, например, с медицинской реформой, когда он обещал, что вот-вот появится отличная сделка, а в итоге мы ее не видим годами. На все это можно посмотреть так, будто все происходящее, и в особенности речь Трампа и его действия за последний год, это своего рода эпилог к послевоенному мировому порядку, сложившемуся после Второй мировой войны, и заявление о том, что он завершен. Карни, очевидно, это прекрасно понимает. И теперь вопрос в том, что будет дальше. Похоже, что мир движется к системе сфер влияния. Европы, США, России, Китая. Так что для меня это выглядело одновременно и концом, и началом, если судить по реакции людей,